Всем привет! В эфире Нехта и события, место которым в новинках. Сегодня в выпуске. В Беларуси настоящая жаришка, во всех смыслах этого слова. От температурных рекордов выходит из строя техника и загораются электростанции, а от припекающих голову санкций подгорает у верховного главнокомандующего. Зачем Лукашенко планирует ввести военное положение? Кто зарабатывает деньги на переброске граждан Ирака и Сирии в Евросоюз через нашу страну? И почему белорусские пограничники закрывают глаза на нарушение законов? Это и многое другое прямо сейчас в новинках. Спастись хворому деду от жары едва ли помогут сгустившиеся над его головой тучи, гонимые западным ветром. Европейский Союз усиливает беспрецедентное давление на режим. В силу вступили секторальные, пероральные и ректальные санкции, затрагивающие основные отрасли белорусской экономики. Это как запрет импорта и транзита нефтепродуктов, калийных удобрений и табака, основных источников дохода диктатора, так и межбанковские отношения. Больше никаких инвестиций в экономику Беларуси, пока ей заправляет неадекватный тиран. Под запретом любые отношения прикорытников с адекватными странами, от страхования до доступа к рынку капиталов. А капитан кипящего «Титаника» тем временем продолжает курс на дно. Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции – это, понимаете, их бессилие. Вот что мы должны показать. И мы это сделаем. Насчет деталей показательной работы перед бессильным Западом сильно не заморачивались. Пускай Караев одевает генеральскую форму, вам тоже звание присвоено генерал-майора, и вперед. Военное положение, если нужно, но никакого не должно быть приседания. Поставить страну в неловкое положение и ввести в нее нездоровую долю милитаризма главарь военной хунты мечтает уже давно, а в последнее время готовит конкретный плацдарм для установления окончательной военной диктатуры. Мол, Запад планирует с минуты на минуту начать наступление на островок дебильности, и реагировать надо немедленно. В разных уголках страны замечено огромное количество военной техники. То и дело ведутся разговоры о всеобщей мобилизации. Надо научиться воевать. Надо знать свои объекты, которые вы будете охранять. Вам надо знать каждого человека в лицо. Вы должны знать, где они находятся, чтобы не 5-6 месяцев мы их отмобилизовывали, а если нужно, подняли по тревоге, 3 суток все на местах. Охраняют те объекты, которые нужно здесь охранять. И к этому в стране все должны готовиться после сегодняшнего мероприятия. Чтобы все услышали отсюда, из этого кабинета, сигнал к тому, что все должны быть готовы. А председатели местных органов власти вместе с руководителями районных областных военкоматов должны быть готовы как к уборочной кампании. Военное положение по планам великого стратега должно окончательно развязать кровавые руки и оправдать любые действия хунты. Так, по закону о военном положении, государство сможет легально отнимать любое имущество у граждан, что в условиях экономической блокады будет как раз очень кстати для семейки и приближенных. Подавление неизбежных голодных бунтов с помощью минимально накормленной армии тоже станет законным. Любые собрания при военном положении запрещены. «Много ходов очка», — воскликнет кто-то. Но ни ходов больше, ни очков, кроме розовых, у слеповерящих в светлое будущее при диктатуре уже не осталось. Кстати, об еще одной меркантильной дедобредовой идее, кажущейся на первый взгляд гениальной многоходовочкой, наш следующий сюжет расследования. Бунт в лагере беженцев на литовско-белорусской границе. Зачем обманутым людям обещали молочные берега Западной Европы? И как они оказались в литовских лесах? Кто зарабатывает деньги на переброске граждан Ирака и Сирии в Евросоюз через нашу страну? И почему белорусские пограничники закрывают глаза на нарушение законов? Не до законов. А также, что общего между Лукашенко и Каддафи? Смотрите прямо сейчас в нашем репортаже «Расследование». Беларусь под руководством усатого шаромыжника стремительно теряет остатки международного авторитета.
и становится единственной в Европе страной-изгоем. Очередным инструментом шантажа международного сообщества стал вопрос нелегальной миграции и наркотрафика. Только с начала этого года литовские пограничники задержали более 500 нелегальных мигрантов, которые пытались прорваться в Европу со стороны Беларуси. Это в 6 раз больше, чем за весь минувший год. Итог: переполненные центры содержания беженцев и бунт в одном из лагерей на литовско-белорусской границе. Белорусские пограничники прекратили всякий контроль границы и, более того, сознательно скрывают факты ее нелегального пресечения. В этом смысл, в этом наша стратегия. Еще немного, и я сойду с ума. Неужели все это только ради того, чтобы напакостить соседям? Пакость какая? Пакость! И в очередной раз продемонстрировать всему миру свою неадекватность. И давно он страдает душевной болезнью? Сколько я его помню. Сейчас мы с уверенностью можем сказать, что транзит нелегальных мигрантов через Беларусь в Европу – это отлаженный и высокоприбыльный бизнес под патронажем узурпатора и его ближайшего окружения. Так мы выигрывали все войны. Лукашенко и раньше использовал тему иммиграции в качестве шантажа Европы. По-человечески. Как всегда. По-славянски. Но такие масштабы мы видим впервые. А все потому, что нужны деньги. Очень нужны деньги. Схема была разработана и запущена еще до ареста Романа Протасевича и жестких реакций мирового сообщества. Хотя горе-стратег всячески делает вид, что это его гениальный ответный ход. Еще с 10 мая этого года иракская авиакомпания Fly Baghdad начала дважды в неделю летать из Багдада в Минск. Это при том, что регулярное авиасообщение между двумя столицами с 2017 года уже выполняла Iraq Airways тоже 2 раза в неделю. Но вот что интересно, до 14 мая это были самолеты Boeing 737, где могли поместиться около 200 человек, а с 14 мая Iraq Airways меняет их на Boeing 777 и огромный двухпалубный Boeing 747 вместимостью от 300 до 600 пассажиров. Таким образом, еженедельно в белорусскую столицу может прилетать свыше 1000 человек, так называемых туристов, из Ирака и Сирии. Кстати, официально стоимость такого перелета около $400 в одну сторону. И далеко не всегда есть свободные места. Удивительным образом, именно с мая литовские пограничники фиксируют резкий скачок числа нелегалов. Кто это делает? Кто же смог убедить ближневосточных гостей потратить такие немалые деньги, чтобы полюбоваться красотами Беловежской пущи, Мирского замка и выпить самогонки в дудутках? Это Оскар Тур и Юдленд, которые продают туры внутри Ирака и встречают прибывших в аэропорту Минска. Но не они главные выгодополучатели в этой всей истории. Организатором схемы внутри Беларуси является компания «Центр Курорт», принадлежащая управлению делами президента. А значит, отладкой всего процесса занимается еще и Виктор Шейман, который совсем недавно испарился из структур государственной власти в неизвестном направлении. Именно Центр Курорт составляет списки иракцев и сирийцев, делает приглашения, подает документы пограничникам в аэропорту. По прилету люди из списков удивительно быстро проходят досмотр и получают белорусские визы. Хотя Ирак и Сирия далеко не самые безопасные страны. Прямо сейчас в Минске находится более 1000 граждан Ирака, которые ожидают переброски к границе Евросоюза. Вот мы сейчас смотрим на то, как захлебнулась Европа от потока мигрантов. Но разве кого-то должна волновать безопасность белорусов, если речь идет об источнике дохода для хунты? Стоимость пакета нелегала с доставкой до границы и обеспечением прохода с белорусской стороны обойдется минимум в 1500 евро. По утверждению министра внутренних дел Литвы, цена перемещения одного человека достигает 15 тысяч евро. Получается, что при самых скромных подсчетах один 737 Боинг, заполненный иракцами и сирийцами, приносит жуликам-лукашистам 300 тысяч евро, а двухпалубный 747 Боинг почти миллион. И эти деньги точно не пойдут в бюджет. Нам все механизмы известны и схема знакома. Мы пилим бюджет. Выше локтя закатан манжет.
Ну а что с коронавирусом? Ведь якобы из-за него белорусы стали фактически невыездными из собственной страны. А Ирак находится в красном списке белорусского Минздрава, в которых регистрируется наибольшее количество случаев заражения COVID-19. По прилету из такой страны необходимо пройти 10-дневную самоизоляцию. Однако гости из Ближнего Востока совершенно спокойно гуляют по Минску вне зависимости от того, как давно они приехали. Да заберите себе это очко, 3-2. Нужна вам подачка, берите. После аэропорта иракцы отправляются в своеобразные перевалочные пункты, которыми являются либо государственные гостиницы «Беларусь» и «Юбилейная», либо отели приближенных к Лукашенко бизнесменов. Например, отель «Ренессанс» Марриотт Минск, принадлежащий Михаилу Гутериеву, которого на днях заслуженно внесли в санкционные списки Евросоюза. В этих отстойниках мигранты дожидаются автобуса до границы. Есть машина? Могут ждать несколько дней, а могут и недели. Беларусь превращаем в отстойник. Что это за отстойник? На белорусской стороне жулики с управделами и погранкомитета организовывают якобы безопасный коридор, в котором и запускают плотным потоком своих клиентов. Спойлер, в то время как на другой стороне их ждут литовские пограничники. Есть все основания полагать, что белорусские пограничники не помогают найти мигрантам безопасные тропы, но и специально направляют их через такие участки, где вероятность быть задержанным на литовской границе крайне высока. Хотя если это и есть тот самый пресловутый ответ на санкции, то как-то совсем слабо. Скорее похоже на очередной выстрел себе в ногу. Примечательно, что Лукашенко не первый диктатор, который шантажирует Европу темой нелегальных мигрантов. Его учителем является сумасшедший ливийский диктатор Муаммар Каддафи. Мне кажется, что как раз Лукашенко – это такой славянский Каддафи. То есть он беспредельщик. Он убийца, он диктатор, ему уже отступать некуда, он уже сжег все мосты. То есть он совсем уже невменяемый человек. Тот самый Каддафи, который взрывал гражданские самолеты, расстреливал политзаключенных из крупнокалиберных пулеметов и разгонял митинги боевыми вертолетами, что закономерно привело к гражданской войне и его свержению. Этого товарища Лукашенко именовал никак иначе другом и братом. Ливийский диктатор давно лежит в земле, но Лукашенко уверенно продолжает его дело. Геноцид народа, преступления против человечности. Ну, помните Милошевича, моего хорошего товарища. Я говорю: Слободан, смотри, я поеду, я докажу. Поехал в Гаагу, его там задушили в камеры. Ну вот, судили, понимаете? Я же это видел, это на моих глазах было с моим хорошим товарищем, которого я предупреждал, Муаммар Каддафи. Слушайте, ну кому он мешал? Я его тоже очень хорошо знал, он приезжал к нам. Или Саддам Хусейн, который около миллиона нам на библиотеку денег. Именно Каддафи придумал первым шантажировать Европу тем, что будет пропускать через свою границу нелегальных мигрантов из Африки, пытаясь сначала выторговать больше денег, а позже отсрочить свое свержение. Точно так же и Лукашенко. Пока Евросоюз давал деньги, дед с бравадой рассказывал про то, как он защищает весь мир от мигрантов и наркотрафика. Беларусь является надежным партнером многих государств в предупреждении и пресечении трансграничной преступности, нелегального бизнеса и других негативных процессов. Но как только обильные потоки европейской финансовой помощи прервались, защитник моментально превратился в неуравновешенного шантажиста. Белорусы их не защищают. В Литву, Латвию и в Польшу ринулись тысячи и тысячи нелегальных мигрантов. Они требуют от нас защитить их от контрабанды, от наркотиков. Аж из-за Атлантики слышен сигнал: помогите, как это было прежде, задержите ядерные материалы, чтобы они не попали в Европу. Так и хочется спросить: вы что там, очумели вообще?
Речь о весьма крупных суммах. Только с 2001 по 2013 года режим получал свыше 53 миллионов евро на оборудование границы и центров содержания нелегалов. Почти 5 миллионов евро от Евросоюза ушло на строительство одного только центра содержания нелегалов под Брестом, а на строительство ультрасовременного пункта пропуска Козловичи-2 Европа выделила целых 16 миллионов. Официальный YouTube-канал белорусской таможни с гордостью отмечает, что это самый крупный пункт пропуска среди грузовых на просторах всего Евразийского экономического союза. Осталось бы только добавить, построенный на деньги Союза, правда, европейского, но об этом почему-то упомянуть забыли. Помощь Евросоюза продолжалась вплоть до 2020 года. Так что речь идет о десятках, а возможно о сотнях миллионов евро. Тем самым правительство Литвы уже возложило ответственность за бунт в лагере для беженцев на режим Лукашенко и хочет возвести забор вдоль территории Беларуси. А Евросоюз обещает прислать в Литву дополнительные силы для патрулирования литовско-белорусской границы. Колхозный комбинатор никак не может понять, что время торгашества и шантажа окончательно прошло. Теперь на каждое обострение с его стороны будут следовать жесткая реакция цивилизованного мира. Крайний пакет санкций Евросоюза тому подтверждение. И чем больше нелегалов будет пересекать границу Евросоюза со стороны Беларуси, тем сильнее и стремительнее будет этот ответ. Мутные мигрантские делишки всплыли на поверхность, контрабандонские лазейки по сигаретам уже почти окончательно прикрыли. Официальная торговля с Западом тоже пришла у заняпад. Режим в западне, но надежд не теряет. Осталась еще разваливающаяся лавочка лакея из МИДа, который все еще пытается продать Европе политзаключенных. Як толькі замаячылі санкцыі над Лукашэнкам, ён адразу паслаў свой дыверсант на чале з Макеем. Яны пачалі абзвоньваць міністраў замежных справаў развязу, маўляў, не ўводзьце санкцыі, мы вызвалім палітвязняў, перавядзем пад хатні арышт. Тады называліся імёны Рамана і Сафіі, арыштаваных па справе Панда Дог, па справе прэс-клуба Беларусь. Мы бачым, што Лукашенко спрабуе гандляваць палітвязнямі, ён спрабуе абмяняць такое паўвызваленне, хатні арышт на памякчэнне санкцыяў. Братва из КГБ даже целую спецоперацию на скорую руку склепала. Мол, задержанный террорист Роман Протасевич со своей девушкой Софьей Сапега переведены под домашний арест и уже спокойно прогуливаются по центру Минска. Именно такие фотографии закидываются в телеграм-каналы, которые активно читают западные политики. Правда, мыслить чуть глубже Гыбня не в состоянии. И так ниже дна же. А мы напомним, в тех же каналах нескончаемое свидетельство продолжающихся масштабных репрессий. Дошло до того, что в отделении милиции за несанкционированные акции забирают съемочную группу фильма. Что уж говорить о классических вырываниях к политическим противникам в квартиры. Недавно фашисты решили разбавить обыденность изюминкой в виде пускания газа в дверной глазок, чтобы выкурить из квартиры целую семью за наклейку на окне. Продолжается и разгром бизнесов, слишком уж они свободолюбивые. Магазин с названием «21 век» не понравился, видимо, только потому, что 1937 это век 20, замечают в интернетах. Ах да, чуть ли не ежедневно очередные судилища над политзаключенными, которых в стране только официально уже более 500. Теперь очередь дошла и до известных узников совести. Продолжаются процессы в отношении Сергея Тихановского, Николая Статкевича, Виктора Бабарика и Игоря Лосика. Родным обвиняемых присутствовать на заседаниях запрещают, а вот госсми пускают даже раньше, чем прокуроров и адвокатов. Все началось с того, что я пришла к СИЗО, ко мне подошел человек в гражданской форме, сказал показать ему телефон, я попросила его представиться, он сказал: покажите телефон, тогда я представлюсь. Я говорю: почему я должна вам показывать телефон, вдруг вы снимаете? Я говорю: что вы меня тогда заберете? Он такой: да, заберу. Я говорю: ну так давайте прямо сейчас забирайте. Вот. В итоге телефон я ему показала, дабы избежать конфликта, и все-таки только начало суда и конфликтовать, в принципе, сейчас с ними не имеет смысла. В телефоне у меня ничего не обнаружилось, и человек развернулся и ушел обратно. Однако более показательно о маразме карательно-судебной системы современной Беларуси вряд ли скажет что-то другое, чем процесс над девушкой, которая выселила прокурора. Причиной обвинения стала весьма нестандартная ситуация. Ольга досрочно расторгла договор аренды квартиры, мотивом послужила личность квартиросъемщика. Ей оказалась помощник прокурора
Алина Касьянчик. Про таких принято говорить «волк в овечьей шкуре». Именно Алина Касьянчик была обвинителем в отношении журналистов Белсата, которые вели стрим с акцией на площади Перемен в память о погибшем Романе Бондаренко. А также помощник прокурора проходил обвинителем по делу Максима Павлющика, автора надписи «Не забудем», возле мемориала убитому Александру Тарайковскому. От нее досталось и Илье Тананко, который написал ручкой «Балаба убийца» на доске объявлений у подъезда, где жил глава Минского ОМОНа Дмитрий Балаба. Касьянчик решила не сдавать позиции. Теперь она стала обвинителем по делу своего арендодателя Ольги Синелевой. Поскольку состав преступления не тянет на настоящие противоправные действия, вроде надписи ручкой про Балабу, статью пришлось чуть дольше выбирать. Свой выбор остановили на нарушении равноправия граждан. 18 июня начался суд. Потерпевшая, она же Алина Касьянчик, попросила провести закрытое заседание, чтобы не навредить помощнику прокурора и ее семье. Фактических оснований, чтобы провести закрытое судебное заседание, не было. Всех слушателей и прессу попросили уйти. Защитник ответчицы Андрей Мочалов прямо во время судебного заседания узнал о лишении адвокатской лицензии. Судебное заседание по квартирному делу перенесено на 25 июня. Процесс начнется заново. У обвиняемой теперь должен быть другой протектор. Аномальная жара вынуждает свистеть не только флягу деда, но и оголяет все его достижения. Подтверждение тому оголенные провода некоторых электростанций в стране. На днях с лица земли, например, полностью исчез Могилев. По крайней мере, так бы казалось, если бы кто-то пытался взглянуть на него ночью из космоса. К счастью, перебои с электричеством оказались кратковременными. Это чтобы никто не успел про легендарную АЭС, не включенную еще до конца в энергосистему страны, вспомнить. Погода в стране на некоторое время стала даже более непредсказуемой, чем суровая белорусская реальность. Абсолютный температурный рекорд июня на днях был снова побит. Асфальт в стране начал трескаться и раскалываться. В то же время для особо недовольных жарой по части страны прокатилась череда ураганов с градом, сильные дожди, ветер, поваленные деревья и даже некоторые разрушения. Впрочем, порой в Беларуси и не отличишь, где разрушительные последствия непогоды, а где суровая стабильная реальность. Тут дед недавно побывал в Свислочи, так из местных жителей там, как оказалось, остались лишь люди, которые встречались с Лукашенко на местном стадионе еще четверть века назад. Я ж помню, давным-давно приезжал к вам, когда мы на стадионе где-то с вами встречались. Люди постарше помнят это. Кстати, Караник там на фоне молится, спит или просто думает: «О, Господи, какой же дурак». Ваше мнение в комментариях. И спросил Чинуша, что такое хорошо, а что такое плохо. Доны пропагандоны в замешательстве. Сверху велено было слабину не давать. Покажут, что боятся санкций, значит дадут слабину, а выступят за них, будут объявлены врагами народа. Вот и получается, что с одной стороны санкции сделают страну сильнее. Санкции, они создают условия для подъема национальных экономик. А с другой, абсолютно недопустимо же. Я выступаю против экономических санкций, наложенных на Республику Беларусь. Я хочу, чтобы мои дети жили в мирной, стабильной стране. Наши все члены профсоюза, их более 1000, категорически против санкций. Я не понимаю причину, по которой они вводятся. Впрочем, наш ответ Чемберлену уже готов. Пейте белоколу вместо американской гадости. Рубрика «Их санкции нам не страшны», у нас есть свое высокотехнологическое производство. Включи вон тот вентилятор. Стенд перспективной разработки новой техники 2021 на Минском ОАО МПОВТ. Глава Минобороны Виктор Хренин тем временем выступает со стендапом в Москве на конференции по международной безопасности. Если кому-то казалось, что белорусские чинуши витают в облаках, то все оказалось куда выше. Борьба развернутая ведется за космос. При этом можно прогнозировать пагубные последствия американской концепции приватизации космоса. Фактически началась новая волна колониализации ничейных миров и пространств. Цель – застолбить ресурсы. Через призму этой цели следует рассматривать объявление космоса сферой ведения военных действий. А это прямой путь к появлению в околоземном пространстве ударных вооружений.
Латвия – новый враг. Следственные органы Беларуси, видимо, в силу западного бессилия, крайне озаботились латышскими эсэсовцами, которых уже нашли более 400 по всему миру. А еще уголовное дело против мэра Риги и главы МИД Латвии, заменивших красно-зеленое полотнище на БЧБ-флаг, передали в Следственный комитет. И, конечно же, по случайнейшему совпадению эвакуатор снес значительную часть забора посольства Латвии. Конечно же, гениальность решений не дает абсолютно никаких оснований полагать, что подобное согласовывается на самом высоком уровне, выше Бога. Шел 26-й год стабильности. В Ляховичах вода начала подаваться по графику. Увы, низкий уровень воды в скважинах. А еще и шлангами огороды кто-то поливать умудрялся. На этом сегодня все. Не пропустите наши следующие выпуски. Для этого подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. А чтобы видео чаще показывались другим людям, на вкладке «В тренды» или в разделе «Следующее», оставляйте комментарии, ставьте больше лайков. Именно ваша активность поможет в продвижении, и больше людей узнает правду. Не забывайте также оформлять спонсорство на канал, чтобы поддержать нашу работу, и выпуски могли выходить чаще. До скорых встреч. Удачи!